Что если обычные утки изменили экономику целой страны сильнее, чем нефть и газ вместе взятые? В Пакистане за 20 лет утководство превратилось из крестьянского хобби в отрасль с оборотом в миллиарды рупий, а фермеры провинции Пенджаб стали зарабатывать больше, чем городские инженеры. И самое неожиданное, именно утки, а не куры и не коровы, вытащили из бедности сотни тысяч семей в регионах, где раньше не было вообще никакого животноводства. Вот как это произошло. В 2003-м в деревне Чак-118 провинции Пенджаб фермер Мухаммад Акрам держал 6 коз и едва кормил семью из 9 человек. Его сосед Фарид привез из Лахора 20 уток, купленных на рынке Шалиме за бесценок. По 30 рупий за голову. Через 8 месяцев Фарид продал первую партию яиц и мяса на сумму, которая равнялась 3-месячному заработку Акрама. Акрам увидел это своими глазами и на следующий день продал 2 коз, чтобы купить 30 уток. Утки оказались идеальными для условий пакистанского сельского хозяйства по одной простой причине. Они едят то, что куры не едят вообще. Водоросли из ирригационных каналов, улитки, мелкая рыба, отходы рисового производства – все это становилось кормом без единой рупии дополнительных затрат. В районах вдоль реки Ченаб, где ирригационная сеть покрывает сотни километров, утки буквально кормились из природного ресурса, который раньше никто не использовал. В 2005-м Министерство животноводства Пакистана зафиксировало первый значимый сдвиг. Поголовье домашних уток в стране выросло с 400 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч за 2 года. Это был не плановый рост, то есть это был стихийный процесс, который шел от фермера к фермеру через сарафанное радио. Никаких государственных программ на тот момент не существовало. Люди просто видели, что сосед зарабатывает, и повторяли его опыт. Ключевым отличием уток от кур стала устойчивость к болезням. Птичий грипп в 2006-м уничтожил около 30% куриного поголовья в Пенджабе и Синде. Утки перенесли эпидемию практически без потерь, их иммунитет к вирусу оказался значительно выше. Пока куроводы считали убытки, утководы продавали мясо по утроенной цене, закрывая дефицит белка на местных рынках. Именно тогда слово «утка» стало синонимом надежности в разговорах пакистанских крестьян. Средняя утка несет от 180 до 250 яиц в год. Это больше, чем большинство местных пород кур. Утиное яйцо крупнее куриного примерно на 30% и содержит больше жира, что делает его предпочтительным для выпечки. Кондитеры Лахора и Карачи начали массово скупать утиные яйца для производства сладостей, особенно для традиционных десертов на основе заварного крема. К 2008-му утиное яйцо стоило на рынках Пакистана дороже куриного на 25%, что окончательно перевернуло расчеты фермеров. Мухаммад Акрам, тот самый сосед Фарида из Чак-118, к 2010-му держал уже 400 уток, нанял 2 работников из соседней деревни и построил новый дом из кирпича. Его дочь поступила в колледж в Сарготе, первая в семье за 3 поколения. Он не считает это чудом. Он говорит, что просто вовремя посмотрел на то, что делает сосед. В 2009-м экономист Карачийского университета Салим Хан получил задание от правительства Синда выяснить, почему в 3 районах провинции резко упал уровень долговой нагрузки среди сельского населения. Банки фиксировали снижение просроченных микрокредитов, местные ростовщики жаловались на падение спроса, а продуктовые рынки в Хайдарабаде и Суккуре отчитывались о росте покупательской активности. Хан провел в деревнях 4 месяца и написал доклад на 90 страниц. Главный вывод умещался в одно слово – утки. Одна утка весом около 2 килограммов давала фермеру при продаже живым весом от 350 до 450 рупий. Стоимость ее выращивания от суточного утенка до товарного веса составляла около 120 рупий при условии использования природного корма из каналов и рисовых отходов. Чистая прибыль с одной птицы от 230 до 330 рупий. Фермер с поголовьем в 100 уток получал за один цикл от корма, длящийся от 8 до 12 недель, прибыль, сопоставимую с 2-месячной зарплатой неквалифицированного рабочего в Карачи. При этом цикл можно было повторять 3 раза в год. Хан зафиксировал в своем докладе конкретную деревню Дех-Мухаммадпур в районе Матьяри. В 2006-м там было 27 семей. 18 из них имели непогашенные долги перед местными кредиторами. К 2009-му долги закрыли 14 семей из 18. Все 14 занялись утководством в период с 2006 по 2008. Оставшиеся 4 семьи, которые не рассчитались с долгами, уток не держали. Параллельно начал формироваться рынок, которого раньше не существовало вообще. Перекупщики из городов стали приезжать прямо в деревню с грузовиками и рефрижераторами. В 2010-м в Лахоре открылся первый специализированный оптовый рынок утиного мяса – Мурги Батак Манди на окраине района Шадман.
Ежедневный оборот рынка в первый же месяц работы составил около 1,5 миллиона рупий. Рестораны китайской кухни, которых в Лахоре к тому времени насчитывалось больше 300, перешли на местную утку вместо импортной замороженной птицы из Таиланда и Бразилии. Это решение сократило их затраты на закупку мяса примерно на 40%. Утиный пух стал отдельной статьей дохода, о которой большинство фермеров поначалу не подозревали. Небольшой завод в Гуджранвале начал скупать пух у фермеров Пенджаба в 2011. Сначала по символическим ценам, поскольку крестьяне не понимали ценности этого сырья. Через 2 года, когда информация распространилась, цена закупки выросла втрое, потому что фермеры начали торговаться. Завод поставлял переработанный пух производителям подушек и одеял в Фейсалабаде, которые раньше работали исключительно на синтетическом наполнителе из Китая. К 2012-му утководство в Пакистане перестало быть занятием бедняков и превратилось в осознанный бизнес. Фермеры в Пенджабе начали вести учет поголовья в тетрадях, рассчитывать циклы откорма, договариваться о поставках заранее. В районе Гуджрат возникло неформальное объединение из 47 хозяйств, которые совместно нанимали грузовик для доставки птицы на рынок. Это снижало транспортные расходы каждого участника на 60%. Никто их этому не учил. Они придумали схему сами, потому что деньги были реальными и терять их не хотелось. В 2013-м Министерство национальной продовольственной безопасности Пакистана опубликовало статистику, которая удивила даже чиновников внутри самого министерства. Поголовье домашних уток в стране за 10 лет выросло с 400 тысяч до 8 миллионов 700 тысяч птиц. Ни один другой сектор животноводства не показал сопоставимого роста за тот же период. Куроводство выросло на 31%, козоводство на 24%. Утководство выросло на 2175%. Правительство не планировало этого роста. В бюджетах пятилетних планов развития сельского хозяйства строчка утководства либо отсутствовала вообще, либо фигурировала с нулевым финансированием. Государство занималось пшеницей, хлопком, сахарным тростником и молочным скотоводством. Утки росли сами, без субсидий, без программ льготного кредитования, без обучающих семинаров от министерских агрономов. Первой забеспокоилась налоговая служба. В 2014-м Федеральное налоговое управление зафиксировало значительный оборот наличных денег в сельских районах Пенджаба и Синда, который не отражался ни в каких официальных документах. Перекупщики платили фермерам наличными, фермеры тратили деньги на местных рынках, местные рынки платили поставщикам наличными. Вся цепочка существовала полностью за пределами формальной экономики. Налоговики назвали это серым сектором птицеводства и начали разработку системы регистрации хозяйств. Параллельно выяснилась неожиданная проблема с землей. Традиционное куроводство требует закрытых птичников с вентиляцией, обогревом и строгим санитарным контролем. Это капитальные постройки. Утководство в пакистанских условиях работало иначе. Птицу просто выпускали к ближайшему каналу утром и загоняли в простой загон вечером. Но когда поголовье на одном хозяйстве превысило 1000 птиц, каналы начали страдать. В районе Сахивал местная ирригационная служба в 2014-м зафиксировала заиление 3 каналов второго порядка. Утки разрыхляли берега, и грунт сползал в воду. Конфликт между фермерами и ирригационным департаментом длился 8 месяцев и закончился введением первых в истории страны норм по максимальному поголовью уток на 1 погонный километр канала. Провинция Хайбер-Пахтунхва отреагировала на утиный бум позже остальных, примерно в 2015-м. Там традиционно доминировало разведение овец и коз, а птицеводство считалось занятием равнинных провинций. Но после серии наводнений 2010 и 2011 годов, уничтоживших значительную часть пастбищ, несколько семей в долине Пешавара попробовали уток как альтернативу. Утки не только выжили в условиях избыточной влажности после наводнений, они процветали. К 2017-му Хайбер-Пахтунхва вошла в тройку провинций-лидеров по темпам роста утиного поголовья. Самым неожиданным стало то, что утководство начало менять гендерную структуру занятости в пакистанской деревне. Традиционно уход за скотом и полевые работы считались мужским делом. Уток в большинстве хозяйств взяли под контроль женщины, потому что птица находилась рядом с домом, не требовала тяжелого физического труда и давала ежедневный доход от яиц, который женщина могла получать и распределять самостоятельно. В 2016-м Пакистанский институт развития экономики опубликовал исследование, согласно которому в 73% утководческих хозяйств страны основным работником и распорядителем дохода являлась женщина. Это был беспрецедентный показатель для сектора сельского хозяйства в консервативных сельских районах страны. В 2016-м в деревне Басирпур района Окара жила женщина по имени Насрин Биби. Муж работал разнорабочим в Лахоре и присылал домой 4000 рупий в месяц. Этого едва хватало на еду для 4 детей. В марте того года свекровь принесла домой 12 утят, купленных на базаре за 360 рупий. Насрин взяла на себя уход за птицей, потому что больше было некому.
Через год у нее было 180 уток, собственный счет в отделении банка Пенджаба в Басирпуре и новый мотороллер, на котором она сама ездила на рынок. Случай Насрин не был исключением, да, он был типичным. По данным переписи сельских хозяйств 2017 года средний годовой доход семьи, занятой утководством в Пенджабе, составил 182 тысячи рупий. Средний годовой доход семьи, занятой исключительно земледелием на участке до 2 гектаров, в том же регионе составил 94 тысячи рупий. Разница почти вдвое. При этом для утководства не нужна земля в собственности, не нужна техника, не нужен доступ к кредитам под залог имущества. Фермер из района Нанкана-Сахиб по имени Тарик Махмуд начал с 50 уток в 2012. К 2018 он держал 2300 птиц, арендовал дополнительный участок берега вдоль канала у соседа, нанял 3 постоянных работников и 2 сезонных. Его годовой оборот превысил 2 миллиона рупий. Тарик купил подержанный грузовик, чтобы самому возить птицу на рынок в Лахор и не зависеть от перекупщиков. Он подсчитал, что прямые продажи увеличили его чистую прибыль на 38% по сравнению с продажей через посредника. В 2018-м Всемирный банк включил пакистанское утководство в доклад об успешных примерах низкозатратного выхода из сельской бедности в Южной Азии. В докладе приводился расчет. Стартовые вложения в утководческое хозяйство на 50 птиц составляли около 8 тысяч рупий. Это меньше стоимости одной козы. Срок окупаемости при грамотном ведении хозяйства от 4 до 6 месяцев. Ни один другой вид животноводства в регионе не давал сопоставимых показателей при таком низком пороге входа. Деньги начали менять деревни физически. В районе Хафизабад, где концентрация утководческих хозяйств к 2018-му была одной из самых высоких в Пенджабе, местные жители за 3 года построили новую мечеть на собственные средства, заасфальтировали 2 километра грунтовой дороги, скинувшись без участия государства, и открыли частную школу с наемными учителями. Районная администрация зафиксировала рост налоговых поступлений от Хафизабада на 61% за период с 2015 по 2018, преимущественно за счет роста торгового оборота на местных рынках. Дети фермеров начали поступать в университеты. Это звучит как банальность, но в контексте пакистанской сельской глубинки это был реальный сдвиг. В 2019-м сельскохозяйственный университет Фейсалабада зафиксировал рост числа абитуриентов из семей птицеводов на 42% по сравнению с 2013-м. Часть из них целенаправленно выбирала специальности, связанные с ветеринарией и зоотехнией, чтобы вернуться домой и применить знания в семейном хозяйстве. Сын Тарика Махмуда из Нанкана-Сахиб поступил именно на ветеринарный факультет. Тарик сказал, что заплатил за первый семестр деньгами от продажи одной партии уток. В 2017-м торговый представитель из Дубая по имени Юсуф Аль-Манзури приехал в Лахор на переговоры о закупке текстиля. Случайно оказавшись на рынке Мурги-Батак-Манди, он попробовал жареную утку в придорожном кафе и на следующий день отменил все встречи по текстилю. Вместо этого он провел 2 дня, объезжая хозяйство в окрестностях Лахора, и вернулся в Дубай с контрактом на поставку замороженного утиного мяса для сети пакистанских ресторанов в ОАЭ. Первая партия весила 4 тонны. Пакистанская диаспора в странах Персидского залива к тому времени насчитывала около 4 миллионов человек. Эти люди ели пакистанскую еду, скучали по вкусам из детства и готовы были платить за них втрое дороже, чем дома. Утиное мясо, которое в детстве многие из них ели в деревнях, превратилось в Дубае, Абу-Даби и Эр-Рияде в ностальгический деликатес. Рестораторы быстро поняли это и начали включать утку в меню как блюдо премиального сегмента. Проблема состояла в том, что Пакистан к 2017-му не имел ни одного сертифицированного предприятия по переработке утиного мяса, соответствующего международным ветеринарным стандартам. Все производство было кустарным, там птицу забивали прямо на фермах или на открытых рынках. Для экспорта требовалось холодильное оборудование, контроль температурной цепочки, ветеринарные сертификаты, соответствие стандартам стран-импортеров. Ничего этого не существовало. Первый сертифицированный перерабатывающий завод открылся в Шейхупуре в 2019-м. Его построила частная компания из Фейсалабада, вложив 240 миллионов рупий собственных средств, без государственных субсидий. Мощность завода составляла 2000 птиц в сутки. В первый же месяц работы завод загрузился на 80% от проектной мощности. Очередь из поставщиков выстроилась на 3 месяца вперед. Одновременно выяснилась интересная деталь. Пакистанская утка оказалась конкурентоспособной на международном рынке не только по цене, но и по вкусу. Птица, выращенная на естественном корме из ирригационных каналов, имела более темное и насыщенное мясо по сравнению с уткой промышленного откорма из Таиланда или Нидерландов. Шеф-повара ресторанов в Дубае и Лондоне, куда образцы попали через пакистанских посредников, отмечали это в своих отзывах. Британская сеть пакистанских ресторанов в Бирмингеме в 2020-м разместила первый заказ на поставку через официального импортера.
Экспортные цифры поначалу выглядели скромно. В 2020-м Пакистан официально экспортировал утиного мяса и продуктов его переработки на сумму около 8 миллионов долларов. Для сравнения, экспорт говядины в том же году составил около 380 миллионов долларов. Но динамика была красноречивой. В 2017-м экспорт утки составлял менее 1 миллиона долларов. За 3 года рост восьмикратный. Министерство торговли включило утиное мясо в список приоритетных экспортных товаров в 2021 впервые в истории страны. К этому моменту в Пенджабе работало уже 5 сертифицированных перерабатывающих предприятий, еще 3 находились в стадии строительства в Синде. Пакистанские дипломатические миссии в ОАЭ Саудовской Аравии и Великобритании получили инструкции содействовать продвижению пакистанской утки на местных рынках. Юсуф Аль-Манзурион, тот самый торговец текстилем из Дубая, к тому времени полностью переключился на импорт птицы и открыл в Дубае оптовый склад, специализирующийся исключительно на пакистанской утке. В 2022-м Пакистанское бюро статистики опубликовало сводный отчет по сектору птицеводства за 20 лет. Цифры в отчете потребовали отдельной проверки. Несколько сотрудников бюро изначально решили, что в расчетах допущена ошибка. Ошибки не было. Совокупный вклад утководства в валовый внутренний продукт сельскохозяйственного сектора страны вырос с практически нулевой отметки в 2003 до 1% 200 миллионов долларов в 2022. 1% звучит скромно еще до тех пор, пока не понимаешь, что речь идет об отрасли, которой 20 лет назад фактически не существовало. Поголовье уток в стране к 2022 достигло 28 миллионов птиц. В 2003 их было 400 тысяч, рост в 70 раз за 2 десятилетия. Для сравнения, поголовье крупного рогатого скота за тот же период выросло примерно в 1,5 раза, поголовье кур примерно вдвое. Ни один другой вид домашних животных в Пакистане не показал даже отдаленно сопоставимой динамики. Число домохозяйств, занятых утководством как основным или значимым дополнительным источником дохода, составило к 2022 около 850 тысяч. Если считать по среднему размеру пакистанской сельской семьи 6-7 человек, это означает, что утководство прямо кормило от 5 до 6 миллионов человек. Это население такого города, как Лахор. Производство утиных яиц достигло 3 миллиардов штук в год. Внутренний рынок потреблял около 85% этого объема. Кондитерская промышленность Пакистана к 2022 использовала утиное яйцо в производстве примерно 40% всей выпечки и десертов. Там, где 10 лет назад безраздельно господствовало куриное яйцо. Разница в цене между утиным и куриным яйцом на оптовом рынке составляла 28% в пользу утиного. Объем внутреннего рынка утиного мяса в 2022 оценивался в 160 миллиардов рупий. Это больше, чем годовой бюджет нескольких пакистанских провинций. Розничная цена утиного мяса в Лахоре и Карачи устойчиво держалась на уровне 480-520 рупий за килограмм. Дороже курицы, но дешевле баранины. Утка заняла устойчивую нишу между бюджетным и премиальным сегментами, что обеспечивало стабильный спрос вне зависимости от колебаний доходов населения. Занятость в смежных секторах — это переработка, логистика, торговля кормами, производство оборудования для птицеводства. Добавила к прямым цифрам еще около 300 тысяч рабочих мест. Завод в Гуджранвале, который в 2011 начинал с переработки пуха силами 12 работников, к 2022 имел в штате 230 человек и экспортировал готовые изделия, подушки и одеяла в Афганистан, Иран и страны Центральной Азии. Самая неожиданная цифра в отчете Бюро статистики касалась налоговых поступлений. После введения обязательной регистрации утководческих хозяйств в 2018 и постепенного вывода сектора из серой экономики, налоговые поступления от утководства и связанной торговли выросли с 0 до 4 миллиардов рупий в год к 2022. Это были деньги, которых государство прежде просто не видело. Существовали, циркулировали, работали, но проходили мимо любой официальной отчетности. Утки создали экономику внутри экономики, и эта внутренняя экономика оказалась весьма значительной. В 2019-м Ассоциация производителей курятины Пакистана направила в Министерство национальной продовольственной безопасности официальное письмо с требованием ввести ограничения на расширение утководческих хозяйств в радиусе 5 километров от существующих куроводческих предприятий. Формальным поводом стали санитарные риски. Утки, как природные носители вирусов птичьего гриппа, якобы создавали угрозу для промышленных куриных ферм. Министерство письмо приняло, изучило и отклонило.
Санитарные службы не нашли подтверждений заявленным рискам в пакистанских условиях. За официальной риторикой стояла простая экономика. Крупные куроводческие холдинги Пакистана в первую очередь компании из Равалпинди и Фейсалабада с многолетней историей и серьезным политическим лобби впервые столкнулись с реальной конкуренцией снизу. Мелкие утководы, не имея никакой организации и политического веса, просто отбирали у них долю рынка. Рестораны переходили на утку, кондитеры переходили на утиное яйцо, розничные покупатели на рынках все чаще выбирали утку как альтернативу подорожавшей курице. Крупнейший куроводческий холдинг страны, компания из Лахора с годовым оборотом более 20 миллиардов рупий. Тата в 2020-м принял решение не бороться с конкурентом, а поглотить его. Холдинг создал дочернее подразделение по промышленному утководству и вложил в него 3 миллиарда рупий в течение 2 лет. Это был первый случай, когда крупный корпоративный игрок зашел в сектор, который до того момента полностью принадлежал мелким фермерам. Промышленная ферма в Шейхупуре на 100 тысяч птиц единовременного содержания заработала в 2022. Мелкие фермеры отреагировали быстрее, чем ожидали аналитики. В районе Гуджрат, где неформальное объединение хозяйств существовало с 2012, фермеры в 2021 зарегистрировали официальный кооператив. Первый утководческий кооператив в истории Пакистана. В кооператив вошли 72 хозяйства с совокупным поголовьем около 110 тысяч птиц. Кооператив открыл собственный счет в банке, нанял бухгалтера и юриста, заключил прямые договоры с 3 сетями супермаркетов в Лахоре, полностью исключив перекупщиков из цепочки. Средняя цена реализации птицы через кооператив оказалась на 32% выше, чем при продаже через посредника. Это означало, что каждый из 72 фермеров-участников увеличил свой доход примерно на треть без каких-либо дополнительных вложений в производство. Новость разошлась быстро. К 2023-му в Пакистане было зарегистрировано уже 19 утководческих кооперативов в 4 провинциях. Таиланд и Вьетнам, традиционные поставщики утиного мяса на рынке Ближнего Востока, начали фиксировать снижение своих поставок в страны Персидского залива примерно с 2020-го. Пакистанская утка вытесняла их продукцию ценой. Пакистанское замороженное мясо приходило в Дубай на 20-25% дешевле таиландского аналога при сопоставимом качестве. Вьетнамские экспортеры в 2022 провели специальное исследование пакистанского рынка и пришли к выводу, что конкурировать с пакистанской уткой по цене невозможно. Слишком низкая себестоимость производства за счет природного кормления. Внутри Пакистана конкуренция между промышленным и мелкотоварным утководством к 2023-му так и не привела к поглощению малого бизнеса крупным, вопреки опасениям фермеров. Рынок оказался достаточно большим для обоих форматов. Промышленные фермы занимали сегмент крупных городских супермаркетов и экспортных поставок. Мелкие хозяйства удерживали местные рынки, придорожные кафе и прямые продажи, там, где покупатель хотел видеть живую птицу перед покупкой и знал фермера по имени. В 2023-м деревня Чак-100, 18 провинции Пенджаб, та самая, где 20 лет назад Фарид привез 20 уток с лахорского рынка, выглядела иначе, чем любая соседняя деревня в радиусе 30 километров. Асфальтированная дорога, 2 магазина с холодильниками, частная амбулатория с постоянным фельдшером, спутниковые тарелки на половине домов. Мухаммад Акрам, которому исполнилось 62 года, сидел во дворе своего кирпичного дома и смотрел, как его внук кормит уток у канала. Поголовье семьи к тому моменту составляло 800 птиц. Но настоящая кульминация истории пакистанского утководства произошла не в деревне и не на рынке. Она произошла в зале заседаний Международного валютного фонда в Вашингтоне в октябре 2023-го. Пакистанская делегация, приехавшая на переговоры об очередном кредитном транше, представила обновленные данные по структуре сельской занятости и динамике сокращения бедности. Представитель фонда задал вопрос: за счет каких секторов зафиксировано снижение уровня крайней бедности в сельских районах Пенджаба и Синда на 9 процентных пунктов за 10 лет? Пакистанский чиновник ответил честно. Одним из ключевых факторов он назвал утководство. В зале засмеялись. Чиновник не засмеялся. Он открыл ноутбук и показал цифры. 9 процентных пунктов снижения крайней бедности – это миллионы людей, пересекших черту в $1.90 в день. Всемирный банк в своем докладе 2023 года прямо указал утководство как один из 3 главных драйверов этого сдвига в пакистанском сельском секторе наряду с мобильным банкингом и расширением ирригационной инфраструктуры. Птица, которую никто не планировал, не субсидировал и не включал в государственные программы, оказалась эффективнее большинства этих программ. Насрин Биби из Басирпура к 2023-му держала 450 уток, входила в местный кооператив и была избрана его казначеем.
Ее муж вернулся из Лахора в 2019-м, но работа разнорабочего стала не нужна, потому что дома зарабатывали больше. Их старший сын окончил ветеринарный колледж в Сарготе и работал в том же районе консультантом по птицеводству. Младшая дочь поступила на факультет пищевых технологий в Фейсалабаде. Тарик Махмуд из Нанкана Сахиб расширил хозяйство до 3000 птиц, построил собственный небольшой холодильный склад и начал поставки напрямую в один из лахорских супермаркетов, минуя кооператив. Его сын-ветеринар вернулся домой после учебы и внедрил программу вакцинации поголовья, которая снизила потери от болезней с 8% до 1% в год. Это увеличило выход товарной птицы и прибавило к годовому доходу семьи около 300 тысяч рупий. Самым шокирующим итогом 20 лет стало не то, что утководство выросло в 70 раз, и не то, что оно вошло в доклады Всемирного банка и повестку переговоров с Международным валютным фондом. Самым шокирующим было другое. Все это началось с одного человека, который потратил 600 рупий на 20 уток на базаре Шалими в Лахоре. Фарид Суанян, тот самый первый фермер из Чак-118, к 2023-му держал 2200 птиц, построил дочери дом в соседней деревне в качестве свадебного подарка и никогда не давал интервью журналистам. Когда местный репортер из Сарготы приехал к нему в 2022-м, Фарид сказал, что просто хотел заработать денег и не знал, что это станет чем-то большим. Потом встал, потому что надо было кормить уток. В 2024-м сельскохозяйственный университет Фейсалабада открыл первую в истории Пакистана кафедру утководства. До этого момента дисциплина существовала как факультатив внутри общего курса птицеводства. Несколько лекций в семестр, минимум практики. Теперь это отдельная специальность с 3-летней программой, лабораторией генетики водоплавающей птицы и договорами о практике с 23 хозяйствами в Пенджабе. На первый набор подали заявки 417 человек, мест было 60. Ответ на вопрос, заданный в начале, оказался конкретным и измеримым. Утководство изменило пакистанскую экономику не через нефтяные контракты, не через иностранные инвестиции и не через государственные программы. Оно изменило ее через 850 тысяч домохозяйств, каждая из которых приняла самостоятельное решение купить несколько утят и выпустить их к ближайшему каналу. Совокупный эффект этих решений оказался сопоставим с результатами многолетних национальных стратегий развития, на которые тратились миллиарды рупий из государственной казны. Провинция Белуджистан, самая бедная и наименее развитая в сельскохозяйственном отношении, в 2024-м запустила первую региональную программу поддержки утководства. Программа предусматривала бесплатную раздачу 100 утят семьям с доходом ниже прожиточного минимума и 3 обучающих семинара по уходу за птицей. Бюджет программы составил 280 миллионов рупий. Чиновники, разрабатывавшие программу, прямо ссылались на опыт Пенджаба. То, что там произошло стихийно за 20 лет, Белуджистан пытался воспроизвести целенаправленно за 3 года. Международные организации начали изучать пакистанский опыт как модель для других стран. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций в 2024 включила пакистанское утководство в свой реестр успешных практик развития малого животноводства. Делегации из Бангладеш, Египта и Нигерии приезжали в Пенджаб, чтобы изучить модель на месте. Все 3 страны имели схожие условия: разветвленные ирригационные системы, высокий уровень сельской бедности и слабое развитие традиционного птицеводства. Фермер Фарид из Чак-118 так и не дал ни одного интервью. Ну что, если у вас уже возникло желание прокормить уток или просто узнать больше о таких интересных историях, загляните на наш сайт whiteorit.com. Там есть масса увлекательных статей и видео, которые точно не оставят вас равнодушными. Ссылка в описании. Зато его сосед Мухаммад Акрам в 2024-м выступил на региональной сельскохозяйственной конференции в Лахоре. Он говорил 7 минут без записей, стоя перед залом из 300 чиновников, агрономов и банкиров. Он сказал, что в 2003-м продал 2 коз, чтобы купить 30 уток, потому что увидел, что сосед зарабатывает. Он сказал, что никакой стратегии у него не было. Зал аплодировал. Финальная цифра, которая объясняет все лучше любого доклада: в 2003-м одна пакистанская семья из 100 в сельских районах держала уток. В 2024-м 12 семей из 100. За 20 лет без единой государственной программы на старте, без субсидий, без иностранной помощи обычная водоплавающая птица стала 12-й частью сельского Пакистана. И эта часть кормит, учит детей, строит дома и платит налоги. Все началось с 600 рупий и 20 уток на базаре Шалими. Все продолжается до сих пор.